Ребята, привет и добро пожаловать на мой канал «За чашкой кофе». Сегодня пройдемся по магазинам, поговорим о ценах и посмотрим, что мы там купили на 200 евро. Приятного просмотра! Мы с вами находимся в магазине Лекси, город Пловдив. Я старалась заснять вам цены, и для вашего удобства вы можете поставить видео на паузу для того, чтобы лучше рассмотреть товары и цены на эти товары. В начале видео я написала курс лева к евро, а также к шекелю на данный момент, но для вашего удобства вы можете грубо, видя цену в левах, поделить ее напополам, и вы получите приблизительную цену в евро, либо умножить на 2, и вы получите цену в израильском шекеле. Стефан Кючуков, автор статьи на сайте Труд.бг, говорит о том, что продукты питания в Болгарии за год подорожали на 27%, в то время как средний рост цен на продукты питания по странам ЕС составляет 18%. По данным Европейской статистической службы Евростат, цены на продукты питания в Болгарии в 2 раза выше, чем в других странах ЕС, таких как, например, Италия или Франция. Во Франции цены выросли на 13%, а в Италии на 13,3%. В среднем по странам ЕС рост цен на продукты питания составляет 18,2% в год, и это значительно меньше, чем в Болгарии. Рекордсменом по росту цен в Болгарии являются яйца. По данным Евростата, за год их цены выросли почти на 65%. При том, что в среднем по странам ЕС рост цен на яйца составил около 30%, в Италии 22%, а во Франции 17,2%. Сегодня 6 штук яиц стоит от 3 лев и выше, смотря в каком магазине вы покупаете. 10 яиц стоит от 5 лева и 35 стотинок. Сыр в Болгарии подорожал на 38,4% за год, по данным Евростата. При этом средний рост цен на сыр для стран ЕС составляет всего 26,9%. Молоко в Болгарии подорожало на 38,9%. Но в большинстве стран ЕС ситуация не такая. В среднем по странам ЕС молоко подорожало на 31,1%. Это говорит о том, что в большинстве стран ЕС производители сыра стараются не повышать цены настолько, насколько выросла цена на молоко, потому что многие расходы предприятий не увеличились на те же 30-40%. Однако в Болгарии ситуация иная. И сыр стал дороже, так как выросла цена на молоко. На сегодняшний день брынза стоит от 12 левов за килограмм, горгонзола от 7 левов за 150 грамм, чеддер от 8 левов за 200 грамм, кашкавал от 9,5 левов за 300 грамм. Молоко обычное, 3+ % жирности, 1 литр от 3 левов и выше. Аналогичная ситуация с йогуртом. В Болгарии он подорожал на 32,6%, при среднем росте по странам ЕС на 23,6%. Сливочное масло в Болгарии стоит от 8 лев и выше, смотря какой фирмы вы покупаете. Ребята, я цены озвучиваю средние, они будут зависеть от того, в каком магазине вы покупаете, какой фирмы вы покупаете, есть ли акции на эти товары или нет. Йогурт Активия с ягодами 280 грамм за одну штучку, то есть один стаканчик. Цена начинается от 2 левов 15 стотинок и выше. Мясо в Болгарии также стало дороже по сравнению с другими странами ЕС. В прошлом году
цены выросли на 27,5%, когда в среднем по Евросоюзу рост цен составлял всего 17%. В частности, на свинину цены поднялись на 29,1% в год, тогда как в Евросоюзе 18,4%. Охлажденная куриная грудка стоит от 14 лев, охлажденные куриные бедра от 6,5 лев. Охлажденная курица целиком от 9 лев за килограмм. Свиное мясо без кости от 10 лев за килограмм. Говяжья вырезка от 34 лев за килограмм. Телячья вырезка от 25 лев за килограмм. По данным Евростата, в Болгарии овощи за год подорожали на 21,5%, тогда как в странах ЕС их рост в среднем составил 15%. Цена на болгарские розовые помидоры на сегодняшний день составляет 7 левов за килограмм. Огурцы 6,5 лева за килограмм, свекла 3,5 лева за килограмм, авокадо 4 лева за одну штучку, картофель от 2 лев за килограмм, помидоры шерри от 3 лева и 80 стотинок за 250 грамм, яблоки от 3 левов за килограмм, бананы от 3,5 лева за килограмм, апельсины от 2 лева за килограмм, лук от 2 лева за килограмм, кабачки от 4 лева за килограмм, грибы от 2,5 лева за килограмм, клубника 6 лева за 250 грамм, лимоны 3,5 лева за 500 грамм, болгарский красный перец от 5 лев и 80 стотинок за килограмм. Сайт bnr.bg пишет, что 20 основных продуктов питания, которые болгары употребляют ежедневно, подорожали почти на 50% за год. Среди них рис, хлеб и мука. 1 лев 90 стотинок – такова начальная цена за хлеб. Сахар стоит от 2 лев 60 стотинок. Соль от 70 стотинок за 1 килограмм. 1 лев 89 стотинок – такова начальная цена за 1 килограмм белой муки. Итак, цены на основные продукты питания в Болгарии уже выше, чем в Испании и Румынии. Данные показывают, что на одну минимальную зарплату в Болгарии потребительскую корзину из 20 продуктов можно купить 7 раз, тогда как в Германии ту же корзину можно купить 31 раз. Цена этой корзины товаров первой необходимости в Болгарии составляет почти 55 евро. Это больше, чем в Румынии. Там она составляет 46,5 евро. Это больше, чем в Испании. Там она составляет 48,5 евро. Причем минимальная зарплата в Испании составляет 1166 евро. На нее можно купить 24 корзины первой необходимости продуктов. Во Франции минимальная зарплата 1645 евро, и на нее можно купить 21,5 корзины товаров первой необходимости. В Хорватии минимальная зарплата 622,5 евро, и на нее можно купить 10 корзин товаров первой необходимости. В Германии минимальная зарплата 1744 евро,
И можно купить 31 корзину с товарами первой необходимости. В Румынии минимальная зарплата составляет 616 евро, и на нее можно купить 11 корзин товаров первой необходимости. Тогда как в Болгарии минимальная зарплата составляет 363 евро, и, как я уже говорила, на нее можно лишь купить 7 потребительских корзин. Люди в Болгарии очень опасаются, что если Болгария вступит в еврозону, то цены поднимутся еще. Так как, например, произошло в Хорватии, которые в начале 2023 года вступили в еврозону. Рост цен там произошел не только на товары, но и услуги. Рестораны и парикмахерские в Хорватии округлили цены, в некоторых случаях аж на целых 20%. Это основная причина, по которой половина населения Болгарии не хочет входить в еврозону. Опрос, проведенный по заказу Министерства финансов, показал, что чуть более 50% населения были против введения евро. Итак, расходы болгарских домохозяйств значительно выросли. За год сумма на основные расходы на жизнь семьи из 3 человек увеличилась на 366 левов, и необходимый месячный доход нетто достиг 2432 левов. Требуется иметь сегодня минимум 1351 лев на покрытие расходов на питание, жилье, образование, здравоохранение, одежду, транспорт, развлечения и отдых. Это показывает анализ потребительских цен и зарплат для проживания в 4 квартале 2022 года, предоставленный Институтом и профсоюзных исследований при Конфедерации независимых синдикатов в Болгарии. Данные показывают, что в связи с растущей инфляцией доходы работающих во всех секторах в стране отстают. Хотя и поднялась минимальная зарплата с 1 января, а она выросла до 780 левов, при такой впечатляющей инфляции этого недостаточно. Это обрекает сотни семей на бедность. Около 40% роста инфляции в стране происходит из двух направлений. Одно – это спекулятивный рост цен на товары и услуги, которые не получают контроля со стороны контролирующих органов. Вторая причина высокого роста цен – это попытки всех болгарских производителей, особенно продовольственных товаров, включить в рыночную цену максимальную часть ценовых уровней энергоносителей и все другие повышенные расходы на производство. То есть потребитель на 100% компенсирует производителю возросшие расходы плюс наценка. И именно это создает такой рост цен на товары. Ну вот, ребята, это то, что мы купили и то, что мы заплатили. Важно подчеркнуть, что это не основная наша покупка, потому что мясо мы покупаем в фермерских магазинах, а фрукты и овощи стараемся покупать в лавке и только болгарского производства. Нам они наиболее вкуснее, чем остальные овощи и фрукты. Пишите в своих комментариях, что вы скажете по поводу цен, насколько они выросли в вашей стране, и укажите, в какой стране вы живете. Ну а мой перерыв на кофе подходит к концу. Я вас всех обнимаю, желаю вам удачного дня и хорошего настроения, несмотря ни на что. Пока-пока!